Ребята, всем привет! Если мы обратим с вами внимание на то, как проявляет себя гениальный человек в детские или юношеские годы, то увидим, что проявляет себя или сразу как вундеркинд, или чаще всего как дефективный ребенок. Общеизвестный факт. Вундеркинды в зачатке гибнут от неправильного развития или неправильной эксплуатации их гениальной энергии. И из них впоследствии ничего не выходит в большинстве случаев. Но что касается ребенка, который все-таки получился в итоге гениальным человеком, то это в огромном большинстве случаев, потому что он либо был пасынком спецшкол, или он являлся и воспитывался как дефективный, умственно отсталый, слабоумный или никуда и никому не годный ребенок. Биографии великих людей дают нам такие примеры, где гениальными как раз таки и становились вот такими вот путями. Давайте проанализируем с вами это утверждение на следующих примерах. Итак, начнем с Шумана. Дед будущего композитора был бедным священником. Сын его, отец композитора, обладал поэтическим дарованием, но дед определил его на торговые дела, невзирая на его стремление к литературе. А отец композитора в свое время писал романы и даже переводил других на немецкий язык, например, Вальтера Скотта или Байрона. Также предпринял дешевое карманное издание классических произведений иностранной литературы и вообще занимался всякой деятельностью, которая хоть как-то прикасала его к любимой им литературе. Таким образом, отец его проявлял симптомы одаренности литературного характера, а сын, соответственно, Роберт, преобразовал все это в музыкальную гениальность. Хотя школьные литературные сочинения Роберта написаны на таком уровне, что уже посмертно они были изданы в качестве приложения к собранию его зрелых журналистских трудов. В определенный период Шуман даже колебался, избрать ли ему поприще литератора или все-таки музыканта. Мать Шумана представляла крайнюю противоположность мужу. Она была вспыльчивой, такая вот психопатическая особа, которая к концу жизни вообще впала в такое состояние патологической экзальтации, восторженности. Детьми она не занималась, только Робертом, называя его солнечным зайчиком. Единственная сестра и сын композитора в будущем были душевно больными. Таким образом, тут также линия матери дает тот фактор для разряда одаренности в лице Шумана, как раз вот таки и окончившего свою жизнь в психиатрическом заведении. Бетховен. Бабушка по линии отца у Бетховена была алкоголичкой. Отец Бетховена также был алкоголиком и вообще был человеком такой вот с психопатической психикой, был вспыльчивым, был агрессивным, жестоким, грубым, нередко предавался пьянству настолько, что доводил даже свою семью до нищеты. Желая эксплуатировать талант своего сына как можно раньше, он учил сына музыке, причем принуждал ребенка к непосильной работе, так что Людвиг вообще немало слез пролил от его жестокости и от его грубости. Никколо Паганини. Все прекрасно знают, что отец был у него крайне грубым, крайне жестоким человеком, запирал своего сына на целые дни под замок. От гнева жестокого отца Паганини даже убегал из дома. И неизвестно вообще, посещал ли он школу. Возможно, что читать и писать он научился уже гораздо позднее. Потому что в его письмах, написанных даже в зрелом возрасте, встречаются орфографические ошибки. Чайковский. Отец Чайковского был по образованию горняком и одно время даже состоял преподавателем горного корпуса. Играл в молодости на флейте и увлекался театром. Дед по линии матери Ассиер был французского происхождения. Приняв русское подданство и благодаря своим связям, благодаря своему образованию, своему знанию языков, он занял позже заметное положение.
но страдал эпилептическими припадками. Дядя, брат матери также страдали эпилептическими припадками, что и их отец. Мать Александра Андреевна, она была очень музыкальным человеком, пела романсы, но биографы описывают ее нрав как очень замкнутый. Замкнутый в смысле проявления каких-либо чувств. И такую вот, знаете, скупую на ласку. Доброта ее, если и проявлялась, то была какая-то строгая, какая-то холодная. Сам композитор Петр Ильич Чайковский также страдал эпилептическими припадками, причем с потерей сознания. Об этом также говорит и его брат Модест. Припадки эти всегда связывались с какими-то эмоциональными переживаниями, следовательно, они носили психогенный характер. Таких нервных расстройств с припадками или без припадков мы имеем в жизни Чайковского целый ряд. Эти приступы у него начались еще когда он был мальчиком, то есть в училище правоведения. И после этого они остались доминирующим началом в его психике. Биограф отмечает, что эти приступы сопровождались у него и галлюцинациями. Какого именно характера были эти галлюцинации, не говорится. Но у него были и еще и другие симптомы, например, патологические приступы страха, которые преследовали его всю жизнь, состояния, похожие на сумеречные. Клиника вариантов этого состояния, она характеризуется различными признаками, например, такими как глубокая дезориентация в пространстве, это какие-то агрессивные действия, это состояние аффекта, страха и злобы. Счастливое детство Сергея Рахманинова закончилось в 9 лет, потому что в это время последнее имение матери продали за карточные и бильярдные долги его отца. Новые хозяева при нем спилили огромную ель, которая стояла перед домом. И Сергей позже вспоминал о ней и очень горевал. Они переехали в Петербург, где отец Рахманинова снял квартиру, но не успела семья привыкнуть к новому положению, к новому месту, как грянуло еще одно событие. Отец ушел к другой женщине, и там у него родился сын. Семья распадалась. Старшую сестру отдали в пансион на казенный счет, брата тоже на казенный счет отправили в кадетское училище. Позже вспыхнула эпидемия дифтерии, и в семье из 5 детей заболели 3. Мальчики выжили, а сестренка Рахманинова умерла. После этого Сергея отдали жить в семью тетки, а старшая сестра так и жила в пансионе, но она тоже вскоре умерла. Так в возрасте 9 лет Сергей Рахманинов остался без дома, без семьи, а его мать бедствовала. Семейная трагедия не могла не сказаться на его душевном состоянии. До него просто не было никому дела. Мать была занята своим горем, отец пристроил детей на чужое попечение, и его просто не заботила больше их дальнейшая судьба. Бабушка бывала лишь наездами, тетя, да, она дала ему кров, но любви, тепла не смогла, либо, возможно, просто не хотела. Все биографы в один голос повторяют историю о лени Сережи Рахманинова в детстве, о том, как он прогуливал занятия в консерватории, что он не учил уроки, что он приносил колы и двойки. Но, может быть, дело было здесь в другом. Как вы думаете, есть ли здесь связь? Может быть, эти композиторы действительно стали великими вопреки, а все из-за того, что от боли они ушли с головой в музыку и нашли в ней свое успокоение и убежище. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то интересные комментарии по этому поводу, пожалуйста, оставляйте. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!